Господа, только что мы проехали границу Германии, одна полицейская машина и флажочек. Все. Че теперь экскурсия по немецким туалетам? Ну что, после Дании мы въехали на территорию Германии. Граница, надо отметить, это было еще одно мое удивление. Вообще все границы по Евросоюзу выглядят похожим образом. Стоит флаг, иногда постовая машина, обозначение новых правил дорожного движения, скоростных ограничений и, собственно, все. Никаких контрольных пропускных пунктов, к которым мы привыкли в странах СНГ, ничего этого нет. И это очень приятно и радует. Дальше мы продолжили путь по северной части Германии, которая также, хотелось бы отметить, очень чистая, опрятная, и было очень приятно там ехать. Мы не заезжали в большие города, проехали мимо Берлина, потому что у нас была цель к вечеру доехать в Польшу, и где в городе Познань с Колей мы должны были разъехаться на 2 дня. Коля поехал к друзьям, а я хотел также посетить моих друзей и посмотреть Балтику. Потом там уже 30 раз проголодался, уже 30 раз нажрался котиками, потом там ищешь еще долго в какой съехать красивый. А сейчас еду и такой, так, все, пора съезжать. Бац, Lidl первый. Так, ну что, мы в Германии, цены дешевле, чем в Норвегии. Это уже плюс. Ну, хлеб все равно по 1,5 евро, зато винишко. И самое главное, пиво не по 3 евро, а по 89 центов. Вон, паулайнер 99 центов. Ну, еда, да, подешевле. Через 2 дня мы договорились встретиться в районе города Лодзь, откуда еще с 2 нашими друзьями, о которых я вам расскажу в следующем видео, мы уже отправились в Австрию, в Швейцарию, и следующий фильм уже будет и об альпинизме тоже. Ну, а пока проедем по Польше. Ну, ребята, это мы въехали в Польшу. Вот это была граница. Смотри. Все. Welcome to Poland. Вот граница.
открыли и поехали. Так, ну, я приехал в Польшу, город Познань. Надолго здесь. Так, вот. Ну, вокзальчик, кстати, достаточно приличненький, так скажем, по меркам таких советских вокзалов. Диких. Тут это уже посовременнее все. Польские поезда. Так, ну что, доброе утро. Еду немножко, перемещаюсь по Польше недолго, пару деньков, потом мы поедем в Альпы. И я был приятно удивлен инфраструктурой и польскими поездами. Прям, я не ожидал такого. Вот. Поезд. Ну и автостанции вполне себе. Так, ну, я нахожусь возле Балтийского моря на польском побережье. Вот. Вот такие здесь яхточки, марины. My się trochę pomieścimy. Школа, господа. Школа в Польше. Детская. Очень красивые здания. Вот прям мне нравится. Площадь в городе. Такая вот. Так, значит, тут звери, зайцы, птицы, рыбы, ящерицы. Дядя там стоит, черепахи, еж, жабы, гусь, носатый гусь, так, жабы, волки, мышь, что-то там, фазан, фазан, мышь, змея, мышь, жаба, олень. Так, ну, я нахожусь возле Балтики. Это часть Польши, коса Хель называется. Дальше уже Балтика. Балтийское море. Вот такой вид. Еще одно море в коллекцию. Так, волшебный песок. Сейчас мы выйдем. Песок. Звук. Я не знаю, как это происходит. Он скрипит. Просто песок. Как будто в тапочках идешь и скрипят. Dzień dobry, zapraszam na łódkę. Так, с той стороны у нас, значит, Балтийское море, где я снимал видео предыдущее. А это залив. И вот тут народ на кайтах, на сапах. Вообще тут постоянный ветер, как мне ребята сказали. Много кайтсерферов здесь проходит достаточно. Но вода, я вам скажу, холодная, капец. Я
Гидрочи пятерки высоко ходил. Вон там. Тренят они все. Так, ну что, немножко по поводу польских поездов. Я все-таки хочу это снять, потому что я как бы в Польше первый раз и ну, вообще никакого представления, как выглядит, что тут у меня не было. Вот такие поезда. Вот места подвенчики, там дальше вагончики такие, ну, современные, чистые. Все, стеклышки, подошел, кнопку тыкнул, садишься, кайфуешь. Сейчас пройдемся. No, non c'è. Так, ну что, я вот сейчас сниму красивый поезд. Внутри я его снять его не успел, потому что я проехал станцию, проехал чуть-чуть дальше, на одну. На узловую мне надо еще там на одну станцию дальше проехать сейчас. Я просто не понял, как открывается дверь. Там дверь из кнопочек открывается. В моем вагоне была какая-то непонятная мне система открытия двери. Я думаю, ну сейчас ее откроют. И стоял, читал и поехал дальше. Ну, в общем, железнодорожное сообщение в Польше очень хорошее. Я так смотрю. Ну вот, до вокзала. Поезда, ну, большее количество очень таких современных, что не может не радовать. Вот посмотрите, такой вокзал ЖД. Ну вот еще сниму. Какой классный вокзал, я чуть не ожидал. Мне как-то к железной дороге с давних пор отношения не очень, потому что все там всегда ужасно было. А вот это прям ой-ой-ой, круто, круто, прям респект, ребята, поляки молодцы. И тут я запутался и по ошибке включил таймлапс. Но по фотографиям вы все равно увидите, что я хотел снять. Хочу снять привокзальную площадь. Вот, у меня есть немножко времени, станция Лодзь-Фабрична. Я вышел прогуляться. У меня буквально там 40 минут какие-то до поезда. Вот как выглядит вокзал в Европе. То есть его выход из вокзала, точнее. Вот, как-то так. У меня начинает потихоньку меняться мнение, предвзятое весьма насчет вокзалов. Грязных, ободранных и все вот это вот, что где я обычно их видел. В Европе вокзалы другие. Ну, понятно, что где-то есть тоже, но то, что мне встречается сейчас, очень радует. Приятно. Ну, еще немного погуляю специально снаружи, поснимаю. Европейский вокзал Польши. Какой-то чувак на кубиках. Интересно. Так, ну вот я повернул на другую сторону вокзала. Ну, где-то там чуть-чуть граффити. Вообще, по сравнению с вокзалами, которые я видел, это вообще мелочи жизни. Мостики достаточно такие красивые. Мы, кстати, сейчас идем над железнодорожными путями. Первое. Ну вот еще эта станция с другой стороны. Собственно, вот прибрались вокруг, причесали ее так. Ну круто.
что сказать. Так, ну еще вокзал. Он здоровый, я его с разных сторон покажу. Причем, я так понимаю, станцию, которую я пропустил, она еще больше была. Вот. То есть, это еще не самый большой, ну такой новенький, чистенький, прям, ну кайф. Что сказать. Ничего такого. Просто вокзал в Европе, в Польше. Tyłem mam siedzieć? Tyłem? No już się 20:18. No to idź przodem. A co? Каждое сиденье есть клеточка, вокруг и сидишь себе, смотришь на красоту окном, вагон внутри и работаешь, если нужно, без проблем. Класс. Немножко поездив по Польше, отдохнув пару дней на берегу Балтийского моря, я вернулся в район города Лодзь, где мы встретились с Колей и Колиными друзьями. О них я вам расскажу в следующем видео. Сейчас будет немножко Чехии, а следующий фильм уже будет об Австрии, о Швейцарии. Там начнутся горы, восхождения и альпинизм. Так, ну что, всем привет, мы в Чехии. Брожу я тут, конечно же, по пивным уголкам, посмотреть чешского пивка. Ну и вообще в целом, конечно, цену продуктов ходим, высматриваем ненадолго. Мы дальше проезжаем Чехию и едем дальше.